Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Сегодня мы с Максимом Шевченко хотели бы обсудить довольно сенсационное, на наш взгляд, может кому-то покажется не очень сенсационным, заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу отношения вообще к так называемому геноциду армян. Заявление это крайне взволновало армянскую общественность И по не всему только миру. армянскую. Не только армянскую, но сразу хочу оговориться, и армянскую общественность. И вот что он сказал, что сегодня, очевидно, имеет смысл обсудить. Пашинян заявил: мы должны вернуться к вопросу истории геноцида армян. Мы должны понять, что произошло и почему произошло. И как мы это восприняли, с помощью кого. Как так получилось, что в 1939 году не было повестки геноцида, а уже в 1950 году он появился в повестке? Нужно ли нам это понять или нет, сказал Пашинян. Заявил он это в Цюрихе на встречу с армянской диаспорой Швейцарии. А раньше он заявлял вот что. Это не первое его заявление по этому поводу. Он заявлял, что этот вопрос геноцида искусственно обострялся в советское время. Очевидно, сваливая, намекая на то, что кто-то в Советском Союзе был виноват в раскручивании этой темы. Поскольку Турция примкнула к коалиции стран НАТО, в 2024 году сильный резонанс в армянском обществе вызвали другие слова. Слова глава МИД Республики Армения Арарата Мирзояна, заявившего, что вопрос международного признания геноцида армян в Османской империи не является приоритетом для внешней политики Еревана, а трагические страницы истории должны быть приоритетом историков. Что это значит, Максим, по-твоему? Ведь мы привыкли к тому, обозреватели, историки, что вопрос геноцида один из центральных вопросов вообще мировоззрения и официальной политики Республики Армения и диаспоры. Как это понимать? А, ну, давай, во-первых, скажем, что слово диаспора тут не совсем точно. Потому что невозможно себе представить, что десятки миллионов армян, которые живут по миру, Я произошли с хочу тебя территории... поправить. Десятков миллионов армян в мире Ну, нет. хорошо, ну 20 миллионов есть. Нет, их меньше 10 миллионов, думаю, их миллионов 5-6, Ну, судя я по думаю, что оценкам. гораздо больше, на самом деле. Ну, неважно, Я что они все абсолютно. произошли с территории микроскопического советского государства Конечно, нет. Да, ты Республики прав. Армения. Значительная часть армян, даже прямо скажем так, большая часть армян, их родина является Константинополь, Стамбул, Измир, там другие города Османской империи. На Балкан было армян немало. Армяне жили столетиями на территории, на побережье Черного моря, потому что это была территория Османской империи тоже. Везде жили крымские армяне, есть очень многие происходят из Крыма. Армяне жили в Тифлисе, вообще в неформальной столицей армян Закавказья был вовсе не Еревань, а как он назывался раньше, а был Тифлис, современный Грузины Тбилиси. начали уже точить Тбилиси, да. кинжалы на тебя, да, Ничего они не приговаривать. начали, они нормально к этому относятся абсолютно и прекрасно знают, что так оно и есть. Потому что армянский мир, армянская вселенная, культурная, религиозная, это огромное пространство, которое не может уместиться в рамках государства, которое возникло, было признано Россией, Советской Россией в 1921 году. Даже позже, чем Азербайджан и Грузия. По разным причинам. В первую очередь потому, что дашнакское правительство Армении поддерживало белые армии, признало Деникина вооруженные силы Юга России и таким образом был автоматически врагом советской власти, сидевшей, значит, в Москве Совета народных комиссаров. Но давай вернемся к этому заявлению Пашиняна. Дело в том, что вообще эти концепции геноцидов, за которые кто-то должен отвечать и которые дают кому-то право на что-то, там, спустя десятилетия, столетия, это концепты, придуманные западными конструкторами политическими, которые разламывали империи старого, империи, которые были до Первой мировой войны. И это империи, прежде всего, европейские, австро-венгерская, Российская империя,
Прусская империя, где тоже было объявлено, что какие-то народы, да, может, геноцидов чехов не было, но чехи якобы были угнетены в Австро-Венгрии, понимаешь? Хотя теперь, изучая там законы Австро-Венгрии, ты понимаешь, что мало в истории было государств, где народы имели бы такие культурные возможности. И это Османская империя, которая была объявлена тюрьмой народов. Хотя если любой непредвзятый историк, да даже не историк, даст себе возможность просто набрать там в интернете права религиозных меньшинств, права народов Османской империи, то он увидит, что начиная с конца XVIII века правители Османской империи, османы, задумывались о том, как модернизировать общество и как народы разнообразные, которые там не ассимилировались, между прочим, а на протяжении столетий сохраняли свою религиозную идентичность. Христиане оставались христианами. Вот, допустим, христиане, попавшие под власть католических государств, православные, переставали быть православными. И армяне переставали быть армянами. Все становились католиками. А вот попавшие под власть османов каким-то странным образом остались на протяжении столетий православными. А армянская церковь осталась армянской церковью. Несторианская церковь, которая до сих пор в Иране есть, ты знаешь, есть несторианская церковь, да, попав под власть Российской империи, была слита во многом с армянской церковью, частично с православной. Была, то есть, ликвидирована. Насильственно, да. Насильственно практически. Хотя существовало Кстати, 1500 лет. грузинская церковь тоже была ликвидирована. Ну, грузины сами к этому по-разному относятся. Кто-то говорит, что плохо, кто-то говорит, что ничего страшного там. Но я знаю, что святыни вывозились в Петербург. Вот там есть легенда о кресте святой Нины, которого стали опускаться как раз, когда стали вывозить. А я был там около могилы святой Нины, ее раки, значит, там где она похоронена, там висит доска, как митрополита, приехавшего ее забирать, разбил паралич, и ему явилась святая Нина, говорит, покайся, он покаялся, и паралич прошел. Прямо мемориальная доска, еще до революции там написанная, повешенная этим митрополитом, который был такой честный человек. В общем, грузинская церковь была ликвидирована, преобразована в епархии Кутаисскую, значит, и Тифлисскую. Армян хотели тоже ликвидировать точно так же. Но тут случилось следующее. Дело в том, что в 1839 году в Османской империи началось так называемое движение Танзимат. Обновление. Когда, значит, прогрессивный султан решил, что вот народы Османской империи не мусульманские, там, а армяне, греки, разные религиозные меньшинства мусульманские, там, шииты, там еще кто-то, алавиты, например, да, должны иметь гражданские права. Но не в том смысле, как вот мы сейчас это понимаем, конечно же, в либеральном, но все равно, вот как бы, потому что по исламу представительствовали от религиозных групп неисламских, как правило, священники. То есть, вот, если христиане, то патриарх или главный епископ, он является главным представителем перед лицом халифа, Османская султана. империя воспринимала их не как нации, народы, а как Как религиозные общины, да. общины. И именно движение Танзимата, вот эта конституция, движение 1839-63 год, да, когда конституция была, собственно, принята, вот это Танзимата и армянская конституция, в частности, это удивительное созвучие, но это так. Почему это происходило? Ну, во-первых, потому что христианские общины Османской империи имели огромные международные связи. Это совсем не были такие задавленные, загнанные в гетто какие-то группы людей, которые боялись нос высунуть. Сами османы брезговали заниматься торговлей, хотя торговля достойное дело, но османы воевали. Управляли, как ни странно, выходцы с Балкан, славяне балканские. Вот многие были в управленческой касте, бюрократической, да, Османской империи. Ну, надо просто сразу сказать, что они могли управлять, если Да. принимали ислам и говорили Нет, конечно, на только мусульмане могли. турецком, тюркском языке. Это был османский язык, который Всё равно, был да. он такой своеобразный, потому Очень что сильно это было насыщенный огромное арабизмами, культурное да. и персидскими словами там, и так далее. Ну, Кстати, то есть они говорили не на своем языке, они говорили на языке империи. да. А армянам, грекам, христианам, то есть, да, грузинам меньше, потому что грузины на самом деле всегда сопротивлялись очень, кстати, вот этому влиянию, как грузины сопротивлялись византийскому влиянию, так и османскому тоже. Но армяне, греки играли очень важную, евреи. Евреи. И да, особенно сефарды, салоники были одним из центров, таких экономическим центром Османской империи, стали играть невероятную роль именно в экономических связях. А кто был главным партнером? Конечно, Европа, Западная Европа. И в христианские общины, в частности,
европейские державы, Россия, там, Франция, Австро-Венгрия, Британия, вкладывала очень большие ресурсы. Там образование продвигали и так далее. И социальные силы, там, культурные силы, вот армянской общины, стали очень быстро развиваться. И это как бы не умещалось в старую парадигму, что вот только патриарх отвечает за всех армян. То, что появились купцы армяне, очень много было ученых армян, которые имели очень высокий статус в Османской империи. Очень высокий статус. Необходимы были реформы. Поэтому они дали конституцию. Армянская конституция, согласно которой армяне, греки имели такую же конституцию, евреи имели такую. Но армяне, просто это запомнилось, они обладали огромными правами. В Российской империи армяне не обладали такими правами, как в Османской империи. Это были и газеты выпускали, и школы на армянском языке, и разрешения было много чего. Скорее даже Российская империя в Закавказье, чтобы не отставать от турецкого, от османского точнее, правильно говорить, османского опыта, ну, как бы вынуждена была тоже армянам давать определенные права, разрешать там религиозные школы армянские специфические. Армянскую апостольскую церковь со столицей в Эчмиадзине противопоставлять ее Константинопольскому патриархату. А напомню, кстати, Армянскому. да, что патриарха армянского в Константинополе вез Мехмед II Фатих. Это было 60-е годы. Он в 1453 году взял Константинополь, а в 1460, по-моему, он установил, что будет два патриарха. Греческий, православный и армянский патриарх. Османы особо не разбирались. Там монофизиты, православные, им в эти богословские христианские споры было неинтересно. Кто там на Халкидоне был прав, монофизиты армяне, не монофизиты. Спрашивали их, если ваш Бог страдал на Христе, но он Бог, как Бог может страдать? Старый будь он лукавил. Это знаменитая дискуссия между, значит, православными греческими и армянскими. Армяне себя тоже называют православными. Они не считают себя никакими монофизитами. Султан сказал, нет, вот будет Константинопольский патриарх. Он, естественно, был главным. Потому что это была столица огромной, невероятной, могучей империи, которая охватывала там весь Кавказ. Черное море было внутренним Османским морем, включая Азовское море. Понимаешь, там много чего. Большая часть Средиземного моря. А Эчмиадзин это была далекая периферия какая-то, которую так никто не видел. И которая, кстати, скорее подчинялась и поддерживалась, потому что она была под властью каджаров. Под властью тюрок, агузов, которые правили на территории, которые называют часто Персией, но ее же не называли тогда Персией сами. Правильно? Те, кто там жил. То есть, а потом Россия, И когда... уж тем более не называли ее Ираном. Да, тем более Ираном. Когда Россия, значит, захватила эти территории, когда Грибоедов, царство ему небесное, заключил этот договор, да, сам погиб при этом. Кстати, говорят, там из-за армянки красавицы, да, как бы там это все случилось. Он, собственно, Эчмиадзин остался, и тут Россия поняла, что можно еще католикоса своего создать, противопоставляя его Константинопольскому патриарху. Вот, мол, там армян у вас преследуют, христиан, а у нас тут они процветают. Но выяснялось, что в Османской империи армяне лучше живут. Поэтому, когда Пашинян говорит это, он на самом деле поднимает очень важный вопрос. Он усложняет то, что пропаганда в 20 веке упростила до невозможности. Она упростила богатую, сложную историю, в частности, армян, которые жили во многих странах, которые были церковной общиной, родиной которых является не Армения, государство, и даже не озеро Ван, там, с Ани древним, да, который древняя столица Армении, и не Эдесса даже, а Иран, там, Сирия, вот, там, Бейрут. Это никакая не диаспора, поэтому я слово диаспора прокомментировал. Это и есть, собственно, пространство жизни армян. Там, где была армянская церковь с литургией на армянском языке, там разные этнические группы становились армянами. Так же, как на территории Византии. То есть это религиозные общины, которые становились народом. У грузин такая же история. Многие, только разница в том, что армяне, вот, допустим, албанцы там, или другие, там, или арабы, которые принимали армянское вероисповедание христианское, не греческое, православное, а армянское с литургией, а армянской спустя какие-то поколения армянизировались.
А у грузины вот сохранили, несмотря на то, что у них есть картули, это общее название грузины, да, и там, где грузинская литургия, там и Грузия на грузинском языке православная. Но при этом между сванами, мингрелами есть огромная этническая разница. Они говорят на разных языках, хотя религиозный и литературный язык у них один, грузинский литературный. А армянская община сильно ассимилировала. Может, еще и потому, что мусульмане не поощряли вот внутри какие-то там разделения, понимаешь, там. И мне интересно было, там албанцы, там или армяне из они, вот вы все армяне, потому что у вас патриарх армянский, да, вот это так все будет, язык один, а дальше вы же сами разбираетесь. Естественно, это был естественный процесс формирования такого суперэтноса, каким являются армяне. На огромном пространстве живущие очень культурное древнее сообщество людей, да, с древним христианской культурой и идущие вообще от первых веков христианства. Ну, раскол, 5 век, Халкидонский собор, да, отделение от Византии. Кстати, на территории Византии армянская церковь была запрещена жесточайшим образом. Вообще там мусульманам разрешено было жить на территории Византии, особенно в поздние века, и даже молиться, совершать намаз. А вот христианам других вероисповеданий там нельзя было жить на территории Византии. Ни монофизитам, ни несторианам. Католикам разрешено было, генуэзцам, но на определенной территории. Вот Галата, это была выкупленная их квартал буквально. в Константинополе. Да, выкупленная территория. Кстати, рядом там была и греческая, и еврейская на Галате. И, кстати, должен тебе сказать, что, Да. извини, я тебя на секунду прерву, что в районе Галаты осуществлялись православными византийцами, греками чудовищные погромы католиков. Знаменитый погром 1188 года, когда было вырезано несколько десятков тысяч женщин, детей, мужчин в районе Галаты. Кстати, это послужило одной из причин того, что в 1204 году четвертый крестовый поход... Не надо Ну и что был оправдывать ничего, там послужило Константинополь? причиной. Причиной послужили венецианские деньги ничего четвертого крестового я похода. ничего не- И глупость императора Алексея, Я ничего по-моему, не его звали. оправдываю, я просто Вот. напоминаю, что действительно эта вражда была. Только погромы, вот ты следуешь этому нарративу. Это не был погром именно вот католиков, это был конкретный какой-то конфликт из-за чего-то такого, даже не по религиозным причинам. Потому что в 1088 году раскол 1054 года между православными и католиками еще так не ощущался. Еще люди жили в ощущении единой церкви. Это же тогда не было телеграммы. 1188. А, в 178, наверное, уже да. Это уже было серьезно, потому что уже Византия заигрывала с сельджуками, которые как бы верно. противопоставлялись, значит, крестоносцам. Тут Совершенно я ошибся. верно. Вернемся к армянам. Да. Поэтому Пашинян ставит вопрос, Максим, он хочет выделить государство Армения из этого общего армянского мифа, в котором государство Армения, реальное государство, родина живущих там армян, на территории которой армяне имеют там подавляющее этническое превосходство. Там просто нет других народов. Нету, Там да. есть русские малаканские, по-моему, села. Там азербайджанцы, сотни тысяч, которые там жили, изгнаны были оттуда, да, потеряли родину. Ну и как многие армяне потеряли Несколько Азербайджан курдских сел есть. как свою историческую родину. Несколько курдских сел, да. Хотя родом оттуда происходит род Салахаддина. Его отец Аюб родился в Тавине, как он назывался, Двин современный. Ну, извини, что я, может быть, скажу что-нибудь не то, но это происходило в те времена, когда и армян-то там, может быть, не очень-то Они были было. всегда и везде. Это очень древняя община, очень древнее культурное сообщество, которое жило всегда и везде. Там, где были торговые пути, там, где были правители мусульмане, там армяне не знали никаких бед. Почему же изменилось все в 15 году? Потому что великие державы решили коренным образом решить так называемый восточный вопрос. А восточный вопрос это был не вопрос о положении меньшин в Османской империи. Меньшинства в Османской империи имели гораздо больше прав, чем евреи в Российской империи. Или те же самые армяне в Российской империи, например. Потому что просто было решено разделить Османскую империю, уничтожить ее как государство, а ее территории распределить между государствами и странами Антанты. Именно в 15 году заключается соглашение Сайкс-Пико. Чуть позже, правда, это произошло. Франко-английский сговор. Поставили о нем в известность министра Сазонова, значит, русского министра иностранных дел, потому что Россия должна была получить тоже, значит, северную
значит, территорию Турции, там Трабзон должен был войти в состав России. Очень хотели проливы. Да, много чего. Якобы там армянское царство должно было быть создано. Возможно, такие планы были, обсуждались. Ну, под протекторатом, естественно, Романовской, под протекторатом Петербурга. А там Сирия, Франция или как с Ливаном, ты сам знаешь прекрасно. Турции, тюркам оставалась только Анатолия. Да, Фактически со центральная столицей часть Малой Иван-Король. Азии. Да, это пустынные, достаточно тяжелые для проживания земли, очень древние, конечно. Там. Изолированные от морей. Да, да. Вот, потому что вдоль морей жили греки. Вот все побережье Черного моря, турецкое, там вот Самсуна, Трабзона, это были греческие города. Греки там, где-то поляки там жили, Полонез есть такое место недалеко от Стамбула, которые бежали из Российской империи, и османы их приняли. Там армяне, и Измир, это армяне были тоже, это вот армянский город считался, армянской столицей такая. Константинополь очень много жило армян. И их использовали. И в 15 году договорились о том, что когда русские, особенно окрыленные победой при Сорокомыше, где Энвер Паша, командующий турецким родом, потерпел сокрушительное поражение, и русские спасали многих османских солдат от гибели, которые, когда замерзшие, я был там под Сорокомышем, видел эти старые фотографии, как такие, как несчастные. Это же мы говорим турки, это не турки никакие были. Это были курды, палестинцы, сирийцы. Ну да, в армию многие. мобилизовывали В армии, всех да. подданных Там империи. как раз турок этнических было не очень много. Да, Турки это это офицеры люди были не в основном. привыкли ни к холодам, ни к горным Таким условиям. холодам. Там минус 40. И в горах вообще Зимой тяжело. под Карсом, Воевать Сорокомышем особенно. минус 40 бывает. Кто говорит о таких южанах изнеженных, тот не был в этих местах. Побывайте там зимой. И там потом, значит, многие жили в Тифлисе, там, в Казани, жили очень комфортно. Пленные уже имеются. Пленные, да. Их спасли буквально от смерти, и многие из них хранили память о русских, как, тем более в русской армии тоже далеко не все были русские. Было очень много северокавказцев, азербайджанцев и так далее, грузин, там, которые воевали в русской армии на Кавказском фронте. Всех мобилизовали. И Мобилизовывали, евреев да. несмотря на черту оседлости. Всех абсолютно, да. И потом, в 15 году, русская армия решила, пора перейти в наступление, пока турки не пришли в себя. И русская разведка намекнула, поднимайте восстание. Кто говорит, что французы подсуетились, что армяне подняли восстание? Хотите получить государство после войны? Да, Поднимайте французы как раз восстание. хотели, чтобы армяне сами подняли восстание до прихода русской армии, потому что была конкуренция. Конкуренция. А именно вот эта армянская турецкая община, она не с Россией была связана. Она была связана с Францией гораздо теснее. Именно вот это. И восстание, но русские войска не смогли преодолеть перевалы. И до сих пор их обвиняют. Да, Часть турки армянских удержали. историков их обвиняют. На Турки самом деле это удержали были перевал. тяжелейшие бои, да. Энвер приказал держаться насмерть. Снегопады были. В общем, уже после Сорокомышских боев как бы поспешное было такое наступление. И в Сорокомыше эта русская армия, да, там держалась храбрецами, просто невероятную храбрость. Юденич командовал обороной Сорокомыша. Но если бы не ударили не страшные морозы такие, то турки взяли бы Сорокомыш. Могло быть тогда. Да, и было бы там авантюризм Энвера там турецкую армию подвел. А тут как бы наоборот. И армянское восстание, которое произошло в районе Вана, оно оказалось изолированным. Русские войска не смогли прийти на помощь. Французы обещали, как раз Галиполийская начиналась операция, 15-й год планировалась, да. Тоже, значит, как бы все кончилось неудачей. Они оказались в глубине Османской империи абсолютно изолированные. Тем более, что конфликт был не столько с турками, сколько с местным курдским населением, мусульманским. Это мы сегодня говорим армяне-турки. Но таких нарративов этнических не было тогда. Там мусульмане. А мусульмане в этом районе это курды в основном. Турки там и не живут. Там Ну, сейчас турки- живут. Даже сейчас в основном, вот я бывал там, ты встречаешь турка, если там встречаешь турка, это либо офицеры, там, значит, какие-то вот отдыхающие, там, частей расквартированных турецкой армии, либо какие-то чиновники. А население Сорокомыш это курдский город в основном. И другие, это, кстати, Сорокомыш был город на территории Российской империи. Это был как бы российский Часть имперский. Карской. Карс тоже был, да, в составе России тогда. Территория. И, в общем, это кончилось огромной трагедией, потому что как бы в ближайшем тылу поднято восстание.
нелояльность населения, несмотря на все. Конечно, были ужасные совершенно эксцессы, были убийства людей ни в чем не повинных, были этнические столкновения, этнические чистки были. Причем в Стамбуле как бы, ну, националисты османские, я даже не знаю, как их назвать, молодотурки, там убили нескольких депутатов, понимаешь, Меджлиса, потому что армяне очень высоко стояли в политической системе. На мой взгляд, это нанесло удар скорее по Османской империи, огромный, потому что армяне были абсолютно лояльны Османской империи, как и греки, между прочим. Константинопольский патриарх каждый день призывал молиться за победу султана, за победу османского оружия. Уверен, что и армянский патриарх вряд ли призывал молиться о поражении Мы будем османского говорить, если оружия. об этом восстании, то его подняли не участвовали в нем ни церковники, ни священники. Это партия Дашнак Цутюн, Наверное, совершенно участвовали какие-то атеистическая тоже. партия, Мне трудно представить себе, что... социалистическая. Понимаешь, там нету чистого атеизма. Вот в армянской идее такой нет. Эта идея, она включает в себя и религиозную составляющую. Поэтому вот даже Комотер Петросян, он не был дашнаком, он был социал-демократом, большевиком, друг Сталина. Тер Петросян, это же Тер указывает Дашнак на Цутюн это тоже священническое социалистическая происхождение. партия, просто другая. Национал-социалистическая партия, да. И это была, конечно, трагедия. Но потом, после поражения Османской империи, для того, чтобы оправдать реальный раздел Османской империи, лишение ее народов прав и свобод, которые обладали при османах, колонизаторы стали придумали вот эту историю вины, да? Виноваты. Кто виноват? Уже даже Турецкая республика, которая не имела никакого к этому отношения. Кемаль, который создал Турецкую республику, никакого отношения не имел к событиям 15 года. Уж если кто имел, то Энвер мог иметь, там, понимаешь, который командовал Западным фронтом там, и так далее. Но точно не Кемаль, Паша. Ататюрк. Да, Ататюрк имеется в виду. И все равно Турецкая империя, террористическая организация Асала была армянская создана, которая убивала турецких дипломатов, турецких офицеров, мстя за геноцид. Ты видишь, на что намекает Пашинян? Он говорит, оставьте нас в покое, дайте нам Во-первых. жить нормально. И Пашинян хочет вернуться в естественную среду, в которой армяне процветали. Он хочет свернуться в османский мир. Он смотрит, как живет армянская община в Иране, она процветает. Они живут богато. И существует и армянская община, пускай и небольшая в Турции, которая огромная. Процветает тоже. Почему она небольшая? Она очень большая. Это Ну, по сотни сравнению- тысяч богатых людей. Я не думаю, что там сотни тысяч. Я думаю, что это в пределах 100 тысяч. Но все равно это большая община, учитывая, что такое вообще в общественном сознании был геноцид. Я, знаешь, на что хочу обратить твое внимание? Вот он говорит, в 1939 году не было повестки геноцида, а уже в 1950 году он появился в повестке. Он ведь намекает После войны появилась. он ведь после намекает Второй на то, мировой что войны. в Советском Союзе эта повестка появилась. Ну, она, на мой взгляд, она как раз в Советском Союзе это не особо педалировалось. Потому Он что знает, в что Советском имеет в виду? Союзе, напомню, армяне совершили террористический акт, по крайней мере, группу Затикяна обвиняли во взрыве в московском метро. Да, 70-е И годы. там фактор геноцида был одним из, когда на процессе они выступали, они так и говорили, что это одна из, как бы, вы хотите. Я знаю, что он имеет в виду. Я знаю, ты сейчас со мной не согласишься. Он имеет в виду, что во время войны и после нее, вплоть до смерти Сталина, Сталин предъявлял претензии Турции на земли вот этой бывшей Никогда не Луганской предъявлял. области с тем, чтобы создать большую республику Армению. Никогда маленькую, этого не но- было. Этого никогда не было. Сталин очень уважал Кемаля. И Карский договор, Сталин и Кемаль, и даже его последователи, которые изменили многое в кемализме и извратили, и в частности Соблюдали Кемаль жестко, да. всячески избегал конфронтации с Советским Союзом, пока был жив Кемаль Ататюрк. А вот его последователи и на него, они как бы пошли в объятия Запада, а потом Турция вообще вступила в НАТО. Он имеет в виду, что 50-й год, когда Турция в НАТО вступила, Да. после Второй мировой войны, Ну, типа защищаясь это от было просто советской нарушение угрозы. заповедей кемализма вообще, вот конфронтация. Никому, Советский Союз не угрожал Турции, потому что Карский договор, даже статус Аджарии ликвидировал только Саакашвили.
статус Аджарии, который был обусловлен и Нахичеванской АССР, почему она У была нас сегодня выделена? мало кто помнит, что это Да. было оговорено в Карском договоре, существование и гарантия Аджария этих и автономий. Нахичеванские автономии, да. И Советский Союз это свято соблюдал. До 29 года разрешали выезжать перемещения. Сталин, вот говорят, что предки Эрдогана, они аджарцы, это хулинцы из села Да, Хуло. да. Они уехали туда вот и поселились около Самсуна, значит, на побережье Черного моря, Караденис, как турки называют. Гюрджи, они знают. Поэтому, собственно говоря, он говорит, что хватит уже вот нам жить по чужим правилам, которые были выдуманы. При котором Армения нынешняя становится либо Картой разменной. разменной картой или таким плацдармом для конфликта, в результате которого А в итоге что происходит? руководители диаспоры что-то могут извлечь, В понимаешь? итоге приходят какие-нибудь армянские олигархи, типа Варданяна, да? Ну, я не люблю говорить о людях, которые в тюрьме Да, сидят пускай, плохо, да. пускай. Давай пожелаем, чтобы Да. тюрьму, я никому не желаю тюрьму. Да, да. Ну, кто-то, кто на свободе, там, Да. вот, как-нибудь, Цулукян, Карапетян, Да, понимаешь, да, там, да. вот, просто потому что с Газпромом работают. Говорят, мы представляем всех армян. Они все представляют армян. В итоге получается, что реально единственное на земле государство Армения, восстановленное после древней Армении, которую упоминает Ксенофон, да, вот она сейчас существует. Она как бы не имеет При значения. Ксенофонте не было Армении еще. Как Ну, там, государства. не, ну почему, ну армяне Это были. была Персидская империя. не Ну было. хорошо, ну была область там, вот Ксер, Ну, этот самый, были армянские царства, разные были на протяжении там, столетий. как его, этот существовали. Крас погиб же как бы в Армении, это известно. Ну, Помпей воевал с армянским. Да, с армянами. Это царством. может быть, это Который не в ушел современном персы. понимании государства, понимаешь, Да. как вот сейчас мы это понимаем. Да, это были другие. Ну, были как бы Формации. империи, а внутри империи были такие, ну, скажем, такие территории, которые Сателлиты. имели самостоятельную культурную Сателлиты, политическую да, независимость. Да. Вот. Так же, как Сирия, допустим, при Салахаддине. Он же не был халифом. Халиф сидел там в Багдаде, по-моему. Он был эмиром, да. Да, он был эмиром просто-напросто. И эмир Сирии, Дамаска и Палестины. Вот. Поэтому здесь то же самое. Он говорит, оставьте нас в покое. Перестаньте от нашего имени выступать, мы сами разберемся. Почему? Потому что хотят манипулировать. Представим на секундочку, что Армения договорится с Турцией, которая идет под лозунгом неоосманизма и вернется в османский мир. Это значит, что армяне сразу Армении займут особую совершенно позицию. Это значит, что Армения, будучи нейтральной страной по-своему, которая не входит ни в АДКБ, и я понимаю, почему Армения хочет, я считаю от этого только пользы, и АДКБ, и Армении, честно скажу. А она, как Швейцария, получает нейтральный статус. Армянские банки сегодня являются главными проводниками финансовых операций с Россией в обход санкционного режима. И никто армянам особо не предъявит. Понимаешь, как и евреям трудно предъявить за то, что вы нарушаете санкции. Ну, знаете, там вот есть особенности, есть нюансы, как говорится. Это статус, который единственный, который позволит, подписав мирные договоры, подписав соглашения, договорившись по историческим сложным вопросам или не обсуждая эти Обеспечить вопросы, не просто будущее, а благосостояние, существование, процветание, понимаешь, превратить маленькую, лишенную ресурсов, где есть 2 атомных реактора, которые контролируются Росатомом, Армению, в государство, в котором может там развитая банковская система, которая позволит общаться Ирану, Турции, России. Кстати, ведь из Евразеса Армения совершенно не торопится выходить. Нет. Как из таможенного союза, понимаешь, совершенно. Наоборот, наращивает экономические обороты. Поэтому я считаю, что Пашинян невероятно храбрый и, в общем, человек, который бросает вызов такой сплоченной мифологии, которая так долго кормила такие толпы Которая людей. в головах у миллионов людей, Да. армян по всему миру. Но эта тенденция, смотрю, она вообще очень интересна. Усиливается голос евреев, которые критикуют сионизм. Кто-то говорит, что это потому что сефарды, кто-то говорит, потому что это религиозные группы в Америке, там особенно это звучит. И Пашинян, я считаю, что это удары по
нарративом геноцида, опираясь на который западные державы осуществляли свою власть в покоренных пространстве Ближнего Востока, Российской империи тоже, у нас тоже, понимаешь ли, чувство вины выращивают, у нас там вот, мол... То есть то, что сейчас пытается как бы обосновать Пашинян, это часть крушения глобального нарратива Да. мифов Оставьте 19-20 веков. историю историкам, колониальных. давайте пособолезнуем о мертвых, давайте встретятся азербайджанские историки и армянские и обсудят открыто трагедию армян, трагедию азербайджанцев, допустим, Конечно. убийство в Шамахе. В Шамахе тебе 18-го покажут, года, да, да. там следы, Не только в Шамахе. где сожгли людей там в мечети, понимаешь, только, там не и так только, далее. И много чего другого. Эта война геноцидов должна прекратиться. И он говорит, пусть это историки занимаются, да, что правда, что неправда, исследуют документы детально. Мы должны перейти к жизни и сотрудничеству народов и реальных государств, которые Это, кстати, представляют позволит себе ему народы. и не бояться так Да. называемого Зангезурского коридора, который стоит И не частью- бояться, главное, что гораздо страшнее для него, армянской диаспоры, которая хочет присвоить себе Армению и пристегнуть ее к своему поясу. Причем и московской диаспоры, и французской Да, диаспоры, да, и да. американской. Все они Американская, считают да. Армению своей собственностью, понимаешь? Никто не спрашивал о армян, живущих в Армении. Вот Пашинян — это, по крайней мере, человек, который политически представляет Он армян, от них, живущих в потому что Армении. от Конечно. Несмотря на карабахское поражение, они голосуют за него Может, раз за поэтому разом. они и голосуют за него. Конечно, потому что они хотят избавиться Они от этой понимают, удавки чувствуют, да. миллиардеров, которые Да. и разного рода пропагандистов разных стран, которые все знают про то, как жить Армении. Они сами хотят жить. Нормально жить с Турцией, с Азербайджаном, там, с Ираном, понимаешь, со всеми соседями своими. Богатеть и играть ту роль, которую всегда играли армяне. Культурных посредников, коммуникаторов, очень уважаемых в пространстве исламского мира представителей древней культурной армянской традиции. На этой мажорной ноте позвольте мне пока прекратить обсуждение вопроса. Я думаю, что нам предстоит в ближайшее время еще кое-что интересное услышать от Пашиняна, его политической группы. А сейчас поблагодарить Максима, потому что, как всегда, блестящий и эрудированный полет над тысячелетиями, над народами, над территориями. Вы при Какие же всех... проклятия там на меня упадут после этого. А как ты хотел? Как? Иначе это не бывает. И грузины тут сейчас поточат, и азербайджанцы немножко свои ножики поточат на тебя. Но вы подписывайтесь на нас, вы ставьте лайки, чтобы приобщиться к этому, я бы сказал, интеллектуальному пиршеству. Это была передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. А Максиму Шевченко спасибо еще раз, что нашел время с вами встретиться. Спасибо, Максим. Спасибо.